Как видите, наш генерал совсем не в форме, да и не в настроении. Неудивительно, мы не снимали о нем уже несколько серий, ну и по сути никаких работ тоже не проводили. И сегодня, по многочисленным вашим просьбам, мы решили продолжить серию про нашего генерала и про его восстановление. И сегодня мы заменим ему мотор, мы заменим сердце машины. А на что, вы увидите дальше. Мотор на нашем генерале с конца 70-х достаточно сильно устал. Здесь обычный 400-й мотор, который прошел через стоянку в России, стоянку в Америке. И неизвестно, когда и кто в него последний раз залезал. А сейчас он у нас начал кипеть, начал почему-то дымить. Ну, скорее всего, просто подошло к концу его существования. Ну а поскольку просто достать, перебрать и поставить обратно этот мотор слишком просто для нас, да и скучно для вас, мы решили сделать что-то особенное. Поскольку у нас валяется много разных моторов на разные автомобили, мы решили использовать не совсем стандартный и не подходящий для мопара мотор, какой вы узнаете чуть позже, а пока мы достаем старый мотор и для этого разбираем целиком всю машину. Love being a loner, always moving closer. Knew exactly what I wanted to have. Fear of growing older, chip all on my shoulder. Told myself I'm never looking back. And now I'm cold and dissonant. I'm losing my innocence, and you don't know my intent. And now you better back down, 'cause I'm coming for you. 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 Вот мы наконец все сняли снизу, выхлоп, кардан, все фитинги, все тяги, то, что нам мешает вытащить мотор вверх. Вот я заматываю отрезанные шланги для охлаждения коробки передач, потому что не было возможности открутить их от радиатора, они прилипли до той степени, что их когда крутишь, уже даже сам корпус радиатора начинает гнуться. Соответственно, мы их отрезали, сейчас мы залепим, чтобы они сильно не капали на наш кристально чистый пол, и продолжим демонтаж двигателя. And now you better back down, 'cause I'm coming for you. 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 Естественно, ни на одном чарджере нельзя просто взять и достать мотор. Мы опять в очередной раз возимся со снятием коллекторов, и после этого уже продолжим демонтаж самого мотора. Достать мотор на подъемнике не получилось, нам не хватило высоты
Оп. И соображаловки, да, додуматься об этом заранее. Поэтому мы опускаем мотор обратно, снимаем машину с подъемника и повторяем процедуру. Итак, мы успешно извлекли старый мотор нашего генерала. Это 400-й мотор, да мы о нем рассказывали в предыдущих сериях про него. Но вот он, вот такой вот биг-блок с коробкой автоматической трехступенчатой. Размер можно наглядно оценить. И теперь я вам представлю новое сердце генерала Ли. Да, друзья, это легенда. Это тот самый LS мотор. Это LS1, снятый с корвета. Вы начнете сейчас кидать камни и говорить, что какого черта вы поставили в Dodge мотор GM, Chevrolet. Но, по сути, мы преследуем такую цель, чтобы мотор был живой, был у нас в наличии, и машина максимально быстро встала на ход и поехала на съемки обзора. Еще раз, этот мотор был готов к использованию, стоял и пылился у нас в углу, поэтому мы недолго думали и решили его поставить в генерал, чтобы уже через несколько дней он поехал. Нам придется изготовить новые кастомные опоры мотора, что-то придумать с карданным валом, наверное, разрезать два и срастить в один, чтобы все подходило. Изготовить впускную систему, выпускную систему. Ну и чуть-чуть раскидать проводку. Здесь все хорошо, мотор комплектный, с мозгами, а вот из машины предстоит все выкорчевать и сделать заново. В чем я вижу преимущество установки LS мотора? Это, естественно, во-первых, его вес, его технологичность. У нас здесь полностью все электронное, мы не будем возиться с настройкой карбюратора. Мотор выполнен из алюминия как блок, так и бошки. Вообще пластиковый впускной коллектор. Самое интересное, что по размеру я предполагал, что они будут разные, но по факту примерно одинаковые. Хотя это база Chevrolet Small Block, а там Big Block. Но в целом по высоте видно, что LS чуть-чуть ниже. Одна единственная проблема и нюанс – это то, что поддоны располагаются у моторов по-разному. В 400-м моторе поддон смещен к передней части, а здесь наоборот, смещен к коробке. И вопрос: в машине рулевые тяги идут именно там, где смещен поддон на оригинальном моторе. Здесь же надо будет что-то думать. Надеюсь, получится просто поднять мотор чуть выше, чтобы тяги проходили снизу. Но вообще посмотрим по факту, влезет ли он туда, поедет ли машина на нем, как она будет ездить, хватит ли лошадиных сил, а их, между прочим, 380. Все узнаем далее. Теперь пойдем и подготовим машину к установке нового сердца. Следующим этапом будет вырезать всю вот эту вот ненужную проводку, которая погорела, сделана из многих скруток и так далее, поскольку в данном исполнении с мотором с новым она нам больше не понадобится.
rock steady. Bam-a-lam, she's always ready. Bam-a-lam, whoa, Black Betty. Bam-a-lam, whoa, Black Betty. Bam-a-lam, whoa, Black Betty. Ну и финальным этапом будет подготовка, а именно замывка моторного отсека, чтобы нам было приятнее работать и проще устанавливать новое сердце. She swears it's mine. Bam-a-lam, she must be out of her mind. Bam-a-lam, she must think I'm blind. Bam-a-lam, oh, Black Betty. Bam-a-lam, oh, Black Betty. Bam-a-lam, oh, Black Betty. Bam-a-lam, oh, Black Betty. Bam-a-lam. Моторный отсек подготовлен, все очищено, отмыто, все лишнее удалено, и теперь мы попробуем примерить новое сердце. Monday she got me arrested. On Tuesday up in jail. Wednesday my trial was attested. Thursday she posted my bail. Friday we went walking. Saturday I was out of my door. On Sunday we was talking. Back on Monday she pawned all my clothes. Black Betty, Bam-a-lam, whoa, Black Betty. Bam-a-lam, she's from Birmingham. Bam-a-lam, way down in Alabama. Bam-a-lam, the way she shake that thing. Bam-a-lam, oh she make me sing. Bam-a-lam. Если у вас что-то из заднего сальника, вы можете купить специальный набор только в Retro Legends Shop на нашем веб-сайте. Резиновая перчатка БУ именно после Димы и Если что-то с заднего сальника, это будет проще в аптеку зайти. Димой. Black Betty, Bam-a-lam, oh, Black Betty, Bam-a-lam, oh, Black Betty, Bam-a-lam, Black Betty, swear, Black Betty, Bam-a-lam, oh, Black Betty, swear, Black Betty, Bam-a-lam. К нашему большому сожалению, может быть, к чему-то счастью, мотор сюда не получится поставить. Я где-то в глубине души своей тоже не хотел этого, но оперативность — это оперативность. Надо было сделать срочно. По факту мотор не встает по нескольким причинам. Первая причина, как я уже и говорил до этого, расположение подрамника и рулевой трапеции. И на моторе это расположение поддона и колокола снизу. Конфигурация не встает, то есть у нас поддон упирается в подрамник, а колокол упирается в рулевую тягу. И единственный вариант — это как бы менять подрамник и переносить рулевое управление, может быть, ставить рейку. Также не встает колокол в моторном щите и в центральном туннеле. Тут один вариант — вырезать и потом варить заново. В общем, прикинув все вместе, мы решили, что не стоит оно того. Проще взять, отребилдить мотор 400, это будет, во-первых, быстрее, проще и, естественно, аутентичнее, за что мы тоже боремся. Теперь мы достаем отсюда этот мотор и начинаем усердно думать, что поставить вместо. У нас есть несколько вариантов. 440 от голубого чарджера, который сейчас на финальной сборке. У нас родной 400, который мы можем попробовать тоже успеть перебрать или хотя бы вскрыть и посмотреть, что у него внутри. И 396 мотор, который тоже на сборке. Все эти карбюраторные моторы, может быть, есть такая альтернатива, поискать, попробовать моторы от SRT8 или от Hellcat. Это, естественно, дороже, но чем черт не шутит. Поэтому достаем и переходим к диагностике старого 400 мотора. Погнали! Ну а перед установкой мотора мы решили заменить рулевой механизм. А делаем мы это потому, что старый рулевой редуктор был сильно изношен, он подтекал со всех соединительных мест. Ну и новый редуктор, он более компактный, он от фирмы Bergeson, это типа считается тюнячкой. Он, видите, да, более прям сильно компактнее, раза в 2, наверное. Ну и число оборотов руля у него будет в 2 раза меньше, чем на стоковой машинке. Также в комплекте идет муфта соединительная, рулевой вал и редуктор, и комплект фитингов.
Погнали ставить. Ну что, друзья, представляю вам новое сердце нашего генерала Ли. Вы этот мотор уже видели, это мотор 440 с нашего голубого чарджера, который, к сожалению, пришлось разобрать и полностью перебрать. В процессе разборки выяснилось, что мотор непростой. У него уже стоит стальное колено, стальные шатуны и поршня. Но все это пришлось поменять, поскольку мы его чуть-чуть расточили в следующий ремонтный размер. И, к сожалению, шатунов не оказалось. Они были чугунные, мы их поменяли, но они стали чуть-чуть короче. После того, самое интересное, после того, как мы замерили объем камер сгорания, мы, честно говоря, офигели. Объем каждой из них 80 кубиков. И сложив их, мы поняли, что мотор целых 10 с лишним литров. А я, честно говоря, не знаю, как эта хреновина объемом 10,5 литров будет работать. Ну, она будет работать, но я не знаю, какой будет расход, как она будет ехать, как она будет настраиваться и так далее. Это хреново куча литров. Это почти в 2 раза больше, чем было на нем с завода. Но все сделано на хороших компонентах. Мы поменяли вообще все вкладыши, кованая поршневая группа стоит. Ну, короче, космос. Мотор будет дико-дико валить. Главное, чтобы кузов генерала выдержал. Главное, чтобы коробка выдержала. Ну, вообще, предыстория у коробки такая, то что вроде как она тоже усилена. Но это мы все узнаем уже в следующей серии. А теперь мы просто поставим мотор и на этом завершимся, я думаю. А потом уже мы действительно испытаем нашего генерала. I done came in this bitch with a dirty pistol. Dirty pistol big, it look like a missile. Wipe a nigga nose, give his ass a tissue. В общем, как вы думаете, почему мы всегда додерживаем выпуски? Уже просто накипело. К сожалению, до сегодняшнего момента у нас не было своего моториста придворного. Теперь он у нас есть, он работает сам в наших условиях, собирает, разбирает моторы. До этого мы работали с пресловутым сервисом Сафта, которого нам посоветовали. И, мать его, этот мотор мы ждали 3 месяца. Сначала они его разобрали, заказали мы запчасти по их характеристикам. Половина запчастей не подошло, потому что они и уже неделю они нам выдают мотор, все никак не выдадут. И вот вроде его собрали, все хорошо. Полный ребилд всего, чего можно, как я и говорил до этого. И я пытаюсь продиагностировать сейчас все перед установкой в машину и вижу, что сломанную шпильку выпускного коллектора. Головы ребилдились полностью, они замывались, они точились, менялись клапана, пружины и так далее, все настраивалось. Какого вы не высверлили и не вставили новую шпильку? Она просто там сломана. И говорят, вот вам, ребята, готовый мотор, дайте нам 100 тысяч рублей они взяли за это. И что? И сейчас Антон будет перед установкой мотора высверливать эту ссаную шпильку. Ну не Sorry for your mama, boy, I know she miss you. FNN with the motherfucking knife out. Lil' Perp brought the motherfucking pipes out. Like you ain't paid a rent, yeah, your lights out. It felt like a blizzard with my ice out. Yeah, I for the bid today, I for the bid tomorrow. Yeah, I leave the bid tomorrow, I leave the bid in sorrow. Yeah, I for the bitch in the trap, I for the bitch in the jets. Yeah, sorry I don't wanna flex, 100K on my neck. In middle school, I came to school with a pistol. In middle school, I came to school with a pistol. In middle school, I came to school with a pistol. In middle school, I came to school with a pistol. In high school, came to school with the pack. In high school, in the hall, serving pack. In high school, came to school with the pack. In high school, in the hall, serving pack. Yeah, middle school, I was rude to my teachers. In high school, getting hit behind the bleachers. In middle school. Ну что, установка нового сердца прошла успешно.
новый мотор в генерале. Мотор мощный, перебранный. И теперь мы будем его подключать. Надо поставить коллектора, подключить проводку, электрику, охлаждение, привинтить снизу кардан и выезжать на тест-драйв. Соответственно, это, наверное, будет сделано в следующей серии, поскольку это и так уже, мне кажется, затянулось, очень много технички. Хочу сказать, что я рад, что сюда не встал ЛС, поскольку ему здесь, честно, не место. Здесь обрело свое новое место не менее крутое сердце. Поэтому хочу поблагодарить вас за просмотр, извиниться за задержку. К сожалению, иногда не от нас зависят многие факторы. Теперь у нас свой моторист, мы будем здесь перебирать моторы, но с этим, к сожалению, не сложилось. Но я вас обрадую, следующие серии будут постабильнее, поскольку 2 серии уже отсняты и готовы к выпуску. Оставайтесь на канале, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь, советуйте друзьям. Не забывайте переходить в мой профиль Instagram, а также в Retro Legends Garage Instagram. Там выкладываются каждый день классные фотки о жизни нашей мастерской. До новых встреч, увидимся на канале.